Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Вы поняли, откуда начинается наш репортаж. Привет вам из центра Кишинева. Сердце Кишинева, Приморье. Я сижу у ее подножья. Сегодня я должен туда попасть. Вы знаете мою детскую мечту. Я всегда говорю, что я хочу работать в Приморье как минимум в отделе кино и культ просвета. Так что, конечно, это сейчас я по другим вопросам, но все равно по возможности попытаюсь вам поснимать немножко Приморье. И пока у меня еще есть время до приема, покажу вам перекресток. Вот прямо по курсу у нас бывший главпочтамт, с которого мы когда-то отправляли телеграммы, письма заказные и заполняли бланки пером. Макали в чернильницу, как сейчас помню, как это перо царапало иногда бумагу. А когда не царапало, то получался очень красивый почерк. Вот там по диагонали, помните, какие были магазины? Кто помнит, пишите в комментариях. Были интересные магазины. А сейчас пресловутые банки и эти вот телефонные операторы и магазины по продаже телефонов и аксессуаров. Органный зал с правой стороны. Хороший светлый сегодня день. И свежо. То есть не холодно, не жарко, но скажем так, что свежо. Ну вот, побывали мы в Приморье, порешали свои вопросы, пообщались с работниками, выпили кофе. И сейчас, пользуясь случаем, вот, опа, тяжелые тут двери. Ой, пружина тяжелая. Вот вам перекресток Приморьевский по диагонали. Те магазины, которые вы знаете, те же самые Сталинки стоят. Красивые все-таки эти строения. Голенько так, без деревьев, но сейчас зато хорошо видно, без листвы. Видна архитектура, видны хорошо фасады, улицы, тротуары. Люди, кишиневцы. Вот вам самый главный перекресток в сердце Кишинева. Я думаю, что не ошибся, назвав Приморье сердцем Кишинева. Почти вот львы органного зала. Все те же самые львы. Так. Проспект Ленина, ныне Штефан Челмаре. Туда вперед Арка Победы. Центральная площадь с левой стороны. Магазин Фантазия. Анатолий Гринберг. Привет, дорогой друг. Привет тебе с твоего любимого магазина. И, пользуясь случаем, я сейчас подойду к нему поближе. Как будто вот, чтобы у вас создалась иллюзия, что вы гуляете со мной по Кишиневу, по улицам Кишинева, по его тротуарам. Вот тоже. Опа. Что-то здесь непонятно. Wi-Fi. Tourist Information Center. Какой-то информационный центр. Блин, как будто я нахожусь в Румынии и в Англии. Вот Фантазия наша любимая. Вот это я понимаю магазин. Сейчас подойдем поближе. Жалко, отражение мешает. А вот хорошая картина. Посмотрите, какая прелесть. Какая картина интересная. Очень мне нравится. Можно будет повторить ее. Вы знаете, что ваш автор учился на художника. И когда-то занимался резьбой. Вот такой вид открывается на бывший детский мир. Центральный универмаг. Потом он назывался Джемини, но это не важно. И вот на месте вот этого уродливого Макдональдса раньше, помните, какое кафе было в советское время?
Не помню его название. И вот красивый фасад Сталинки советских времен. Хорошие все-таки здания. 4-5, от 3 до 5 этажей. Да есть и 6, но они совсем не смотрятся громоздко и чуждо, как нынешние безликие новострои из стекла, бетона. Особенно вот эти всякие офисные, эти бизнес здания. Вообще какой-то кошмар. Кажется, что это буйная фантазия этих архитекторов, которые создавали. И тех, кто утверждал, ничего не имеет общего с понятиями о красоте, о дизайне, о градостроительстве. Вот сейчас можете убедиться. Я поверну камеру налево и посмотрите, какое там уродливое здание на заднем плане. Сейчас. Вот люди. Вот кто должен получать зарплату. Вот, посмотрите, какое уродливое здание там на заднем. Тауэр. Как будто, блин, я нахожусь в Лондоне. Товер. Твою мать. Это же надо до какого маразма. Надо дойти, чтобы вот так вот. Sky Tower. Я понимаю, что сейчас все знатоки английского языка начнут меня учить, что это Sky Tower. Да, с большой колокольни мне вот на это уродливое здание из стекла на заднем плане. Вообще, которое не должно находиться в архитектурной части, старой части нашего любимого города. Посмотрите, вот какая классная архитектура была. Потому что люди делали для людей, не ради денег, не ради наживы или бизнеса. Парк я вообще не хочу снимать. Не знаю, потому что нечего снимать. Бывший прекрасный сквер, где располагались тут художники, назывался Кишиневским Арбатом. Продавали сувениры, картины. Сейчас это плац. Это просто какой-то мемориал. Тут раньше киоски были, Союз Печать. Все было уютно. А сейчас эти столбы, давайте пройдем. Это даже столбы не виноградные столбы, это как виселичные столбы. Еще какие-то памятники уродливые. Вы посмотрите этот плац. Особенно здесь уютно, когда выпадает снег или мороз. Убиться не хрен делать. Тут были прекрасные хвойные деревья, сосны, елочки были. Голубые ели, их снесли нахрен. Это чтобы был виден вот этот вот банк. Вот как. Сейчас кто-то нам звонит, секундочку. Сейчас. Придется распрощаться с этим не очень приветливым местом, потому что мне позвонил наш Юра, который знает про Кишинев все. И мы сейчас поедем на старую почту на задание. А вы, пока я дойду до главпочтампа, там Юра меня будет подбирать, посмотрите издалека на Примарию. Видите, как снимаем всегда, когда есть возможность. И прошу всяких там хейтеров, которые меня стараются критиковать за то, что я там хочу денег или что. Я не хочу денег. Это видео я снимаю бесплатно, как и все остальное. На канале почти 1000 видео, ни одного ценника нету. А деньги просто нужны для развития, для той же техники, для покрытия расходов за транспорт. Да что рассказывать, кто в теме, тот знает. А все остальные критикуют, потому что им нечего делать. Ковыряются в носу, даже дорогу не могут перейти и шнурки сами завязать. Ничего не производят, ничего не делают, только критикуют. Так, ждем сигнал светофора зеленый, а тут перехода-то нету, блин. Ой, вот только пешеходка показана на той стороне, видите? Что-то я погорячился, наверное. Ну что, попробуем. Один мой старший друг говорил, что с пиржей может переходить вообще в любом месте. Конечно, это прикол, но все равно.
все равно снимаем вам Кишинев, дорогие друзья, пользуясь случаем. Мы делаем это с радостью и удовольствием. Вот, пробуем перейти. Что делать? Что делать? Я думаю, не сильно я нарушил. Почему тут пешеходка не указана на этой стороне? Непонятно. Непонятно. Будем здесь ждать Юру у главпочтампа. Вот, смотрите на ваш любимый Кишинев. И вот тротуары. Помните, здесь всегда стояли ловцы с фотоаппаратами, фотографы уличные. Делали вам замечательные фото, которые вы сегодня делитесь ими. А когда-то не хотели фотографироваться. Делитесь на Фейсбуке, в Одноклассниках, плачете, радуетесь. И сейчас вот это видео тоже все плачут и радуются, и потом будут радоваться. Это архивное видео, но мало кто хочет принимать участие в деятельности канала, поддерживать меня. Вот Юра едет, выключаем камеру.